как развитие и вклад в тему интернационализации. Из программы «Философия. Школы социальных, гуманитарных и искусств» из исследовательской фокус-группы «Этос». Связан с исследовательской группой «Киберкультура и территория» Национального открытого и дистанционного университета. Мы представляем инициативу, в рамках которой приглашаем учителей разных национальностей поделиться с нами некоторыми из своих исследовательских разработок. Из этого пространства, это Син Фронтера, мы приглашаем вас послушать нашу сегодняшнюю тему «Человеческие пределы и технологическая экспансия. Философский взгляд». И чтобы раскрыть эту тему, сегодня мы пригласили доктора Киру Програенску. Доктор Кира Програенска – философ, преподаватель и исследователь в Российской христианской гуманитарной академии в городе Санкт-Петербург в Российской Федерации. Кира также является директором радиопрограммы «Территория веры» на Радио России в Санкт-Петербурге. Доктор Кира, очень приятно вновь встретиться с вами. Добро пожаловать и огромное спасибо, что приняли наше приглашение. Для начала перейдем к следующему. На протяжении истории философия рассматривала человеческое совершенствование как этический процесс, связанный с развитием добродетели. Однако в наше время технологии, кажется, предлагают короткие пути к благополучию, эффективности и даже счастью. Это заставляет нас задуматься, актуальна ли по-прежнему аристотелевская идея о том, что полнота человеческого бытия достигается через практику добродетели. Профессор, в этом контексте, считаете ли вы, что технологии могут заменить развитие добродетели как путь к реализации человеческой сущности, согласно Аристотелю? Вопрос очень актуальный, потому что сегодня в условиях стремительного технологического прогресса мы вынуждены обращаться к истокам самого понятия техника. И в этом плане нужно иметь в виду, что античная парадигма подразумевает, что техника не субъект. То есть техника не может быть источником замысла, источником действия. Хотя, как мы видим, сегодня технологии становятся действующими субъектами. То есть то, что сегодня происходит в сфере технологий, оно сильно отличается от того, что Аристотель или Платон понимали под техникой как искусством. Вот если обратиться к определению Аристотеля, техника – это именно искусство, мастерство создавать нечто, аналогичное тому, что есть в природе. И нужно сказать, что для античной мысли техника – это не есть что-то принципиально новое. Это подражание тем образцам, которые уже есть в природе. И в этом плане можно сказать, что, например, сегодня искусственный интеллект – это в некотором смысле подражание природе. То есть это попытка сделать аналог человека, то есть субъекта.
Оставим здесь в стороне вопрос, может ли техника быть вот этим полноценным субъектом, который сам себя определяет, и, возможно, даже у него есть какая-то рефлексия или самосознание. Но вернемся к теме, которую вы, Тайрон, задали, о добродетели. Вот здесь я хотела бы остановиться отдельно. Для античного мира добродетель – это следование своей природе. В этом плане у, например, молотка добродетель забивать гвозди. У льва быстро схватить и растерзать добычу. С этой точки зрения техника, то есть ее добродетель, это быть адекватным повтором тех явлений, которые уже есть в природе. Соответственно, если с этой точки зрения посмотреть на современную технологическую парадигму, то техника давно уже перешагнула уровень своей добродетели, то есть она перешла в какое-то новое качество. Насколько техническое развитие может быть важно для развития именно человека? Вот здесь, мне кажется, вопрос крайне неоднозначный. Как я сказала в начале, техника, с одной стороны, это подражание природе, с другой стороны, в технике есть элемент искусственного, то есть то, что не лежит напрямую в природе. Насколько мне представляется, Аристотель бы сказал, что искусственное, то есть намеренно созданное кем, естественно, только человеком, оно всегда хуже, чем то, что дает природа. Здесь мы с вами должны иметь в виду, что между нами, современным миром, который базируется уже на христианской картине мира, где человек есть творец, подобно Богу, мы очень удалены от периода античности, где природа, космос были образцами совершенства. И здесь, вот отвечая на этот вопрос, я бы сказала следующее. Техника не только не может заменить развитие добродетелей и качеств человека, она изначально не отвечает на эту задачу. Первое. Либо техника является чистым копированием, а в целом это не является добродетелью для человека, либо, как мы видим сегодня, она стремится перешагнуть и уровень природы, и уровень человека, то есть стать самостоятельным творцом. И здесь, конечно, мне кажется, речь идет о том, что опасность современного мира заключается в следующем. Техника сама хочет стать творцом, то есть заменить собой и фигуру человека, и, возможно, фигуры Бога. Очень интересно то, что вы поднимаете, профессор. Действительно, если рассматривать добродетель как процесс внутреннего развития и самопознания, неизбежно возвращаешься к сократовскому принципу «познай самого себя». В нашем мире, где постоянно стремятся преодолеть человеческие пределы, зачастую не задумываясь о том, что теряется в этом процессе, это приглашение кажется актуальнее, чем когда-либо, хотя, возможно, и находится в противоречии с духом нашего времени. В этом смысле, каковы, по вашему мнению, сегодня последствия сократовского «познай самого себя»? Здесь, на мой взгляд, вот этот принцип «познай самого себя», он на самом деле фиксирует пределы. Дело в том, что мы можем познавать только то, что имеет форму, то есть очерченность, границы. Когда человек погружается в самого себя, в свое сознание, он обрисовывает свой облик, каков я сегодня. Понятно, что человек – это особое существо, оно все время стремится стать новым.
человек стремится стать другим. И мы знаем, что, заглядывая внутрь себя, мы каждый раз видим разную картину. Но если это снятие пределов, думаю, что с точки зрения понимания человеческой природы это не снятие границ. Это именно перенесение границ на новые системы координат. То есть у человека всегда будут границы. Другое дело, где они будут пролегать. И вот этот тезис, установка «познай самого себя», мне кажется, это очень правильное требование к человеку любой эпохи. Но особенно это правильно для современной эпохи. Мы очень часто живем в автоматическом режиме. Да? Мы не заглядываем внутрь себя, мы больше смотрим наружу, во внешнее информационное пространство. И вот, собственно говоря, мне кажется, что если человек уходит целиком вовне, во внешнее пространство, в информационные потоки, вот там-то как раз он свои границы и теряет. Соответственно, вот этот сократовский тезис, он должен помочь современному человеку сохранить свою человечность. Именно, профессор, возвращаясь к тому, что вы упомянули о признании собственных границ как части самопознания, возникает ключевой вопрос в наших отношениях с технологиями. В то время как классическая философия ценила принятие человеческой природы со всеми ее несовершенствами и ограничениями как признак мудрости, сегодня кажется, что мы живем в гонке за тем, чтобы их избежать или преодолеть. В этом контексте, как вы считаете, в какой степени принятие ограничений, как это предлагается в классической традиции от Сократа до Сенеки, например, может быть формой мудрости в эту эпоху технологического ускорения? Границ не предусмотрено, ты просто двигаешься вперед. Но, опять-таки, глубокая мудрость жизни заключается в том, что ты двигаешься вперед, если только ты понимаешь, куда именно ты хочешь прийти. Вот эта прорисованность будущего, то есть какой конкретно образ в будущем ты хочешь достигнуть, подразумевает как раз границы. И здесь, мне кажется, это работает так. Человек не должен отвергать границы как принцип. Человек осознает свои границы здесь и сейчас, вот прямо сегодня, какие у меня границы, и он передвигает границы самого себя в будущем, ставя их на определенные места. И это, опять-таки, очень важно для современности, потому что нам очень трудно предсказать, что будет завтра. И часто мы надеемся, что вот давайте будем жить в потоке, да, и жизнь сама подскажет, что для нас правильно. Вот мне кажется, что это очень ошибочная позиция, потому что, во-первых, ты не предопределяешь себя, значит, тебя предопределят какие-то посторонние процессы. То есть принимать границы и ставить для себя же новые границы в будущем. Вот такая мудрость современной жизни. И это очень похоже на то, как видит мир античная философия. Очень познавательно, профессор. То, что вы говорите о принятии человеческих ограничений, резко контрастирует с некоторыми современными течениями, которые как раз предлагают их преодоление. В этом смысле я хотел бы перевести разговор на другой философский уровень. Фридрих Ницше со своей идеей сверхчеловека, Ницше с его идеей сверхчеловека, Übermensch, кажется, предвосхищает некоторые из стремлений современного трансгуманизма.
До какой степени, по вашему мнению, этот ницшеанский идеал можно рассматривать как, возможно, философского предшественника трансгуманизма? Период, когда человек мыслится как творец самого себя, и поскольку для настоящего творца нет границ, нет пределов, нет заранее прописанных образцов, человек может творить и миры вокруг себя, и самого себя как угодно. И вот, собственно говоря, наверное, Фридрих Ницше очень тонко уловил вот этот смысл человеческой миссии – создать облик самого себя, не соглашаясь на имеющиеся образцы. Как мы видим, Ницше категорически противостоит христианству, морали, каким-то социальным установкам. С какой точки зрения? А не потому, что Ницше злой человек, а потому что он считает, что эти образцы ограничивают человека, они ему предлагают некие ложные ценности. И, соответственно, идея сверхчеловека, которую Ницше прорисовывает как преодоление. Вот здесь тоже такой интересный момент. Преодоление – это переход за пределы, за границы. И понятие сверхчеловека для Ницше, конечно, подразумевает создание нового облика человека, которого ранее не было. И здесь, конечно, трансгуманизм, он логически продолжает и линию модерна, которая начинается в эпоху Возрождения, но эта линия ведь вдохновлена именно христианской культурой. Человек как творец, как образец, человек как образ и подобие Божие. И в этом плане Ницше продолжает эту линию, и трансгуманизм доводит до логического предела, что человек сам обрисует границы своей собственной природы. Такова установка. Спасибо, профессор, за такой вдохновляющий анализ. Продолжая размышлять о том, какой тип человека формируется в нашу эпоху, я хотел бы теперь упомянуть Мишеля Фуко. Да, если, как он утверждает, субъект – это историческая соконструкция, формируемая отношениями власти, то неизбежно возникает вопрос о новых механизмах, которые формируют нас сегодня. В этом смысле, как вы считаете, какой тип субъекта формируется под влиянием цифровых технологий и биополитики? Как он ее определял? Субъект – это конструкция власти. Здесь на самом деле с Мишелем Фуко можно было бы поспорить. Действительно, он говорит о том, что субъект подвергается вот этому тотальному воздействию со стороны структуры, да, то есть каких-то внешних сил, которые пытаются им управлять. Но замечу, что все-таки сам Мишель Фуко, он, безусловно, оставляет место для того, чтобы человек мог убежать от этого влияния. Это феномен гениальности или сумасшествия. И здесь я бы сказала, что на самом деле у Мишеля Фуко настоящий человек, истинный субъект, не должен формироваться структурами, то есть политикой. И, конечно, вот сегодня человек находится в ситуации, когда со всех сторон ему предлагается информация, причем предлагается, как правило, не случайным характером. Он невольно попадает под это воздействие. Конечно, это субъект в первую очередь всецело доверяющий системе. Мы видим, что
современный человек, желая получить какое-то новое знание, обращается куда? К интернету, нейросетям. То есть по существу он уже подготовлен к тому, чтобы быть управляемым. Потому что информационная среда дает человеку уже готовый результат. Информацию, которую человек вряд ли сможет критически осмыслить и, самое главное, проверить. И здесь можно сказать, что информационная среда, современный технологический мир в полной мере повторяют те тезисы, которые предлагает нам Фуко, что это конструкция власти, которая предопределяет облик человека. Но, как я уже говорила, для Фуко всегда есть возможность бегства. То есть гении и сумасшедшие, они смогут убежать из этого мира тотального влияния. Спасибо, профессор. Очень интересно, как вы обращаетесь к Фуко, чтобы показать, что даже в условиях тотального контроля все еще существует возможность для побега или сопротивления. Однако то, что вы отмечаете относительно современного субъекта, который полагается на системы, предоставляющие ему готовые ответы, подводит нас к другому глубокому вопросу, к соотношению между технологией и экзистенциальным смыслом. Сегодня многие инновации стремятся устранить человеческие страдания любой ценой, но некоторые, например, Юваль Харари, предупреждают, что такая цель может лишить нас смысла. Считаете ли вы, что стремление устранить страдания с помощью технологий может привести к утрате экзистенциального смысла? Мне кажется, к этому вопросу нужно подойти со стороны тех ответов, которые дал в свое время Мартин Хайдеггер. Вся сущность экзистенциального бытия человека – это осознание себя на пределе возможностей. Как правило, на пределе бытия мы находимся в ситуации страдания. И здесь я бы ответила очень просто. Конечно, никто не хочет страдать. И у современного человека есть иллюзия, что технологии сделают жизнь его настолько комфортной, что он наконец-то почувствует себя прям человеком, да, ощутит эту полноту бытия. Но мы видим, что люди, у которых быт, повседневность максимально комфортно и даже роскошно устроена, они на самом деле часто глубоко несчастливы. И мне кажется, что современный мир, он заводит нас в этот тупик непонимания того, что есть истинная природа человека. Я не к тому, что человек должен страдать, да, переживать это экзистенциальное страдание, как говорил Мартин Хайдеггер, что находясь на этом пределе, человек чувствует, что такое человек и что такое жизнь. Но если возвращаться к фигуре Харари, то я бы подчеркнула, он мыслит, наверное, даже не о человеке как единичном существе, а именно о человечестве. Он ведь часто говорит о том, что человечество потеряло мотивацию переживать трансформации, которые связаны с какими-то лишениями. Раньше человечество понимало, ради чего, во имя какого-то будущего, более благополучного. Сегодня мы живем в достаточно благополучных условиях. Подавляющее большинство людей, пусть эти условия не шикарные, но здесь, наверное, проблема в том, что человек всегда требует смысла. Человечество не может двигаться вперед во имя просто сытости. Должны быть какие-то смыслы. А современность как раз нам эти смыслы не готова предложить.
И напоследок, профессор, поблагодарив вас за этот столь вдохновляющий разговор, я хотел бы завершить размышлением, которое объединяет многие из затронутых нами противоречий. В мире, где тело и сама жизнь начинают рассматриваться как проекты, открытые для постоянного совершенствования, какие этические риски, по вашему мнению, возникают, когда эти столь фундаментальные элементы превращаются в объекты постоянной переработки и оптимизации? Он способен творить новые миры, то сегодня мы вот эту миссию перекладываем. Мы перекладываем на технологический прогресс. И, как я сегодня уже говорила, технологический прогресс по своей природе не должен был бы быть действующим субъектом. Техника – это объект, это предмет, это то, что произведено человеком. Но мы с вами видим, что сегодня техника становится самостоятельной действующей силой. И она разворачивает те логики, которые она имеет внутри себя. И нам только кажется, что человек заложил в технику какие-то алгоритмы. Можно сказать, что мы сегодня видим, что техника стала диктовать условия человечеству. И вот мне кажется, самый важный риск и опасность в современности – это утрата не только творческих возможностей человека, но и его ответственности за все, что происходит. А вот будет ли технологический прогресс как субъект отвечать за результаты, ну вот я сильно сомневаюсь. Профессор, огромное спасибо, что поделились с нами своими идеями, ясностью, искренне и философской глубиной, а также вдохновением. Это была по-настоящему обогащающая беседа, которая оставила нам множество открытых вопросов и одновременно новые способы осмысления современных вызовов. Спасибо за ваши вопросы, Тайрон. Очень интересные и заставляющие задуматься. Я желаю успеха вашему проекту.